Смотрите, сравнил ChatGPT 4o и Cloud 3.5 Sonnet. Сразу скажу, что мне этот нейросеть, мне этот искусственный интеллект реально зашел. На мой взгляд, он намного круче справляется именно с копирайтингом, в отличие от того же ChatGPT. Но к нему есть огромное количество вопросов. Но давайте обо всем этом по порядку. Привет, меня зовут Игорь Зуевич, и в этом видео мы с вами сравним две нейросети. Это ChatGPT 4o и Cloud 3.5 Sonnet. Сразу скажу, что обе нейросети, то есть Cloud 4, 3.5, 5 Sonnet, я практически раньше не использовал. ChatGPT 4o, он мне ближе по функционалу, и я уже снял огромное количество роликов на эту тему. Сразу скажу еще, что я купил подписку профессиональную от Cloud 3.5 Sonnet по одной простой причине. Потому что на бесплатном тарифе они уже слишком мало позволяют задавать вопросов для того, чтобы провести какое-то адекватное тестирование. Поэтому, хотя и на платной подписке тоже у меня почему-то возникают периодические ограничения, говорят, что вы использовали весь свой лимит, хотя я попробовал только небольшое количество функций. Давайте здесь в этом видео я вам буду показывать, значит, те сравнения, которые я уже делал, плюс сравнение в реальном виде, сравнивать, соответственно, ChatGPT и Cloud 3.5 Sonnet. Смотрите, в Cloud 3.5 Sonnet я тут же подключил артефакты. На платном тарифе он позволяет тут же подключить артефакты, но почему бы не воспользоваться этой новой функцией? Значит, если говорить кратко, что такое артефакты, это предварительный просмотр о том, что сейчас происходит. То есть мы можем попросить Cloud сгенерировать нам какой-то код, и он тут же, соответственно, не просто сгенерирует этот код, а он тут же визуально все это представит, как это выглядит, как это работает. Я об этой функции чуть позже подробнее расскажу, но сразу же скажу в начале видео, что я ее тут же включил, потому что, почему бы не попробовать ее, если она уже есть? Причем, что в ChatGPT у меня также есть некоторые функции, которые подключены, например, пользовательские настройки, либо функции персонализации, функции памяти. Это я все здесь не отключал для того, чтобы просто сравнивать работу. И я буду делать сравнение не по каким-то там, знаете, странным параметрам, которые никто никогда не использует. Те задачи, которым я обращаюсь к искусственному интеллекту. Значит, первое, что я бы хотел сравнить, это оптимизацию моих видео. То есть, смотрите, я, когда записываю свое видео для YouTube канала, я все описание, заголовки, изображения, то есть какие эмоции должны быть на изображении, по каким ключевым словам продвигаться. Я это все делаю, конечно же, с помощью искусственного интеллекта. Это экономит огромное количество времени. И что я делаю? То есть я выгружаю сюда в искусственный интеллект два файла. Первый файл — это файл с субтитрами, оптимизированный. И второй файл — это полная summary, то есть полная расшифровка того, что я говорю в процессе видео. И уже на основе этого я использую специальные промпты, с помощью которых я создаю контент для своего YouTube канала. То есть делаю оптимизацию видео для своего YouTube канала. Первый промпт у меня выглядит достаточно просто. То есть я записал видео для своего YouTube канала. Мне нужна будет твоя помощь с оптимизацией этого видео. Цель — набрать больше просмотров из поиска и рекомендаций, поэтому важно оптимизировать видео. Вот два файла, то есть я ему просто рассказываю, что здесь происходит. И на основе этих данных он мне уже дает там описание, ключевые слова, краткую выжимку этого видео. И я всегда использовал ChatGPT, то есть у меня даже никогда мысли не было обратиться с этим вопросом к Cloud. Но я сейчас сделал оптимизацию одного из своих видео, то есть я решил сравнить ответы от ChatGPT и ответы от Cloud. Во-первых, на мой взгляд, Cloud намного круче и тоньше понял, о чем здесь идет речь. То есть там видео было, если не ошибаюсь, туториал, то есть я показывал, как совместить Midjourney, сделать полную автоматизацию с использованием Midjourney, генерации изображений. И если ChatGPT потребовалось, то есть я ему еще дополнительно скидывал схему, как все это выглядит визуально, о чем я рассказывал в видео, то Cloud, он тут же
же понял, о чем идет речь. То есть он мне, во-первых, подробно написал реально, о чем идет речь. ChatGPT хотя написал, но мне не совсем нравится именно его ответы именно при оптимизации видео. И дальше мы с ним стали разбираться по ключевым словам, то есть ключевые слова он в принципе тоже понял, какие необходимо использовать, так же как и ChatGPT мне дал информацию по ключевым словам, но именно у Cloud мне показались ключевые слова, они более подходят к этому видео, то есть он лучше выбрал те ключевые слова, именно среднечастотные, высокочастотные, которые, соответственно, я бы хотел использовать. Плюс он достал информацию, что здесь частично говорилось про ВК и Дзен, и он вытащил все-таки эту информацию, в отличие от того же ChatGPT, он этой информации не увидел. Поэтому, на мой взгляд, с этим заданием он справился лучше, плюс он интереснее, мы когда, знаете, публикуем какие-то посты, либо делаем какую-то оптимизацию видео от искусственного интеллекта, то мы визуально читаем, когда мы понимаем примерно, начинаем уже понимать, что этот пост написан там с помощью искусственного интеллекта. И здесь у меня сложилось впечатление, что не все так плохо, то есть если нам ChatGPT генерирует примерно похожую структуру, то здесь нам Cloud сделал намного интереснее, соответственно, пост. Если вчитываться, то есть я сейчас не буду вчитываться, он меньше использует тех слов, которые использует там ChatGPT, хотя мы их периодически чистим. Он лучше передает суть, он проще доносит мысль. Именно вот все, что связано с копирайтингом. Если посмотреть в режиме реального времени, да, возьмем, давайте новый какой-нибудь чат у Cloud и новый какой-нибудь чат у ChatGPT 4o, зададим простой промпт. Я возьму промпт со своей базы промптов, то есть у меня здесь есть огромное количество промптов, здесь больше 10 тысяч различных промптов в моем телеграм-канале. Обязательно подпишитесь, ссылка находится в первом закрепленном сообщении, либо в описании. Переходите в телеграм-канал, здесь есть огромное количество образов для ChatGPT и любого другого искусственного интеллекта, полезные видео, расшифровки, гайды, обучающие материалы, то есть все это вы можете выгрузить и, соответственно, использовать в своей работе. И также огромная база промптов на английском, русском и на английском и русском языках. В принципе, этого достаточно. То есть больше 10 тысяч различных промптов, плюс различные базы данных, которые вы можете использовать в своей работе. Значит, я использовать буду простой промпт. Здесь единственное, мне необходимо в этом промпте выбрать нишу. То есть здесь мы этот промпт использовали, например, для Make, для make.com для автоматизации создания контента. И здесь я выберу нишу. В качестве ниши мы выберем искусственный интеллект. И здесь еще необходимо написать направление для видео, то есть идею для видео. Давайте искусственный интеллект в маркетинге. Я понимаю, что достаточно широкая ниша, но мы этот промпт давайте скопируем, отправим сразу же в Cloud. И этот же промпт мы скопируем и отправим тут же в ChatGPT. Сравним с вами ответы. Промпт на английском языке, но в этом промпте есть сноска, что, соответственно, публикация должна быть написана именно на русском языке. То есть вот эта приписка, что language должен быть русский. Я стараюсь задавать, когда мы делаем какие-то, например, автоматизации, то я стараюсь задавать все же промпты на английском языке. И в самом промпте я прошу, чтобы он оптимизировал это все на русский язык, то есть все это написал на русский язык. Как искусственный интеллект меняет мир маркетинга. Недавно я работал над проектом, где мы использовали ИИ для анализа поведения клиентов. Результаты просто поразили. Система не только точно подсказала предпочтение покупателя, но и помогла нам создать персонализированные предложения, которые увеличили конверсию на 35%. Это заставило меня задуматься о том, насколько глубоко ИИ уже проник в маркетинг. Достаточно интересное, начало. Путешествие в мир искусственного интеллекта в маркетинг. Эти путешествия, от ChatGPT
GPT меня немножко они напрягают, поэтому мы в промптах своих уже вручную, когда мы видим такие ответы, я вырезаю, соответственно, эти моменты. В последнее время мы наблюдаем стремительное развитие технологий, искусственный интеллект стал неотъемлемой частью многих отраслей. Одним из них захватывающее применение и является в маркетинге. Ну, вспоминая, как мы впервые внедрили и в нашу маркетинговую стратегию, это было похоже на магию, мы начали понимать предпочтения наших клиентов на более высоком уровне, создавать контент, который действительно резонировал с ними. Вот если прочитать полностью, то я сразу скажу, увижу, что вот этот вот пост, он от ChatGPT, он более такой, знаете, водянистый. Здесь же я вижу поначалу и по тому количеству символов, которые он использовал, что здесь он сильнее как бы внедряется. Здесь, конечно, можно тоже поработать над заголовком, но мне нравится вот это вот начало, что он пишет от первого лица. Хотя здесь мы тоже постарались написать от первого лица, но он тут же делает ту самую зацепку. Конечно, это все субъективные взгляды. То есть один человек может сказать, что этот пост круче, другой человек может сказать, что этот пост круче. Но знаете, я уже несколько промптов забивал, и мне везде показались тексты именно от Cloud намного лучше, чем тексты от ChatGPT. Поэтому здесь я бы отдал победу именно Cloud. Следующее, что мы будем делать, это анализировать изображение. Смотрите, я скидываю одно и то же изображение в ChatGPT и одно и то же изображение в Cloud и провожу следующий анализ. Вот ChatGPT что-то не хочет анализировать. И в Cloud. То есть я отправляю запрос, посмотри изображение, расскажи, что ты тут видишь. И в ChatGPT просмотри изображение, расскажи, что ты тут видишь. Соответственно, я сейчас прошу, чтобы он мне дал обратную связь по изображению, и ChatGPT мне здесь тут же расписывает, что это схема автоматизации процессов с использованием сервиса Make. Схема состоит из различных узлов, то есть мы можем посмотреть, здесь нету нигде информации, откуда взята эта схема. Здесь же он нам говорит, что на изображении представлена схема рабочего процесса или диаграмма потока данных к какому-то программному инструменту или платформе. Черные соединения, некоторые имеют Notion, Instagram Agent, генератор изображений. В правой части изображения видно заголовки Notion. Ошибка связана с повышением допустимой длины текста. Предлагаю вариант автоматической обработки, включая Ignore. В нижней части видны поля для ввода. Отмена этапы процесса. Эта схема, похоже, представляет собой визуально автоматизированного рабочего процесса, возможно, связанного с обработкой и публикацией контента. То есть, видите, он просмотрел, но он не дал четко информации о том, что это такое. Здесь же нам ChatGPT подробно рассказал, скорее всего, в каком сервисе эта схема сделана, подробно расписал процесс, который происходит в этом на этом изображении. И, соответственно, он нам предложил вариант, как можно исправить ту ошибку, которую, соответственно, здесь возникла. Соответственно, ту ошибку, которая здесь возникла в этом процессе. Ну, хорошо. Мы просмотрели эту схему. Давайте проведем еще один анализ. Это я нашел в интернете изображение, вся мировая история, соответственно, в одной картинке. И хочу, чтобы это изображение проанализировал ChatGPT и проанализировал. Вот в ChatGPT в последнее время возникает какая-то ошибка постоянно, вот, когда выходишь, переключаешь из него в браузер, в другую вкладку, то он тут же пишет ошибку. Окей, изображение представляет собой сложную красочную историческую хронологию или временную шкалу. Она захватывает период примерно с 1000 до 1900 год нашей эры, судя по датам, видимым в нижней части изображения. То есть достаточно неплохо, да, он справился, то есть он посмотрел, однако можно различить некоторые названия стран и регионов, такие как Франция, Англия, Испания. В верхней части изображения числовая шкала, вероятно, обозначающая годы или десятилетия. Река времени или поток времени. То есть он понял, что это какой-то исторический документ. ChatGPT же нам сказал, что
Это хронология различных событий и правлений в Европе с тысячного года по 1500 год. Смотрите, да, здесь он сказал, что 1900 год, здесь он сказал, что 1500 год. Если рассмотреть детально это изображение, то здесь реально 1500 год, а никак не 1900 год. То есть здесь с изображением также чат GPT справился, с анализом изображения также справился чат GPT круче. То есть он детально увидел информацию, также он увидел, что это не только Англия, Франция и Испания, он увидел Германию, он увидел Италию, Португалию, Шотландию, и каждый регион отмечен своим цветом. То есть, на мой взгляд, чат GPT намного лучше понимает изображения и что на них изображено, даже если вот изображение имеет такой вот странный достаточно вид, где большое количество информации, вот видно Шотландию, видно Францию, видно Англию, видно Португалию. Этот Клауд же только нам сказал, что Франция, Англия и Испания. Вот. Конечно, можно позадавать еще какие-то дополнительные вопросы, но даже при первичном размещении, при первичном промпте мы видим, что чат GPT с этой задачей справляется лучше, чем тот же Клауд. Поэтому в анализе изображений я бы отдал предпочтение именно чат GPT. Следующее сравнение между Клауд и чат GPT я бы хотел провести в таком виде. То есть я сейчас что другому скину ссылку на одну из своих страниц своего сайта и, соответственно, попрошу рассказать, о чем здесь идет речь. То есть я скинул эту страницу чат GPT. Опять вот эта вот ошибка почему-то возникает. Надо, кстати, спросить его, что это за ошибка и по какой причине она возникает. Возможно, у меня какая-то проблема именно с VPN. И я ему сказал: просмотри страницу и расскажи, о чем тут идет речь. И скинул ссылку на свою страницу. И здесь он мне начинает рассказывать, что на странице Игорь Зуевич рассказывает о своей методике использования Instagram Reels для повышения продаж, а не просто для увеличения просмотров. Он делится личными опытами, ошибками, такими как вложение в оборудование и рекламу, которые не привели к ожидаемому росту продаж. Игорь подчеркивает важность создания контента, ориентированного на продажи. То есть он полностью проанализировал мою страницу и кратко рассказал, о чем здесь идет речь. Клауд же, он не смог проанализировать мою страницу. То есть у Клауда есть такая штука, у них базы данных обновлены на апрель 2024 года. То есть когда вышла Cloud версия Sonnet 3.5, у него нет доступа к интернету, и он не сможет в реальном времени просматривать страницы. То есть, если здесь мы можем в чат GPT отправить ему ссылку, и, соответственно, чтобы он нам рассказал, показал, провел анализ этой страницы, либо какой-то сайт мы нашли, мы хотим похожие сайты найти, то мы без проблем отправляем все это в чат GPT и говорим ему: слушай, чат GPT, а ну-ка найди мне похожие сайты, где публикуются такие-то новости, например, для создания нашей будущей автоматизации, для генерации контента с новостей. То есть, когда мы видим какую-то новость, мы закидываем чат GPT эту автоматизацию, и он, соответственно, просматривает все это, отправляет нам подробные посты, тексты, сгенерированные про эту новость. Cloud, к сожалению, с такой задачей не справится, потому что он не может в режиме реального времени выходить в интернет, какую-то актуальную информацию искать, смотреть, и поэтому в этом параметре он тоже будет сильно отставать. То есть он не может нам предсказать какие-то тенденции, какое-то развитие следующее, что-то новое, что будет происходить. И в этом, соответственно, его большой минус. Мы, конечно, можем переходить на те же страницы, копировать весь текст, да, например, копировать весь текст этой страницы и отправлять, соответственно, в Cloud в виде страницы, и дальше уже, чтобы он просматривал все это в виде там страницы. Но, на мой взгляд, это не совсем удобно. Лучше выкидывать ссылку, чтобы он по ссылке уже смотрел и проводил для нас ту работу, которую мы хотели бы, чтобы он провел. Следующий тест, который я бы хотел провести, это тест на генерацию изображений. Как мы все знаем, в платной версии чат GPT есть возможность генерировать изображение, то есть создавать изображение, потому что к нему подключен DALL-E. Я также захожу в свой чат и нахожу какое-нибудь изображение, которое я бы хотел, чтобы мне чат GPT либо Cloud сгенерировал. Я выбираю промпт, захожу обратно в Cloud и в чат GPT и вставляю этот промпт и прописываю, что необходимо сгенерировать изображение.
И в Cloud я делаю то же самое, то есть я ему говорю, что мне необходимо сгенерировать изображение. В ChatGPT вот он начал генерацию, но Cloud, к сожалению, вот опять говорит, что он не умеет генерировать изображение. То есть он может, я не умею генерировать изображение, и, соответственно, подробно расписывает, почему он не может сгенерировать это изображение, но он говорит, я могу тебе там подробно описать это изображение, как оно будет выглядеть в деталях. Ну, зачем мне смотреть на то, как это будет выглядеть в деталях, а ChatGPT же вот мне сгенерировал такое изображение. Конечно, тоже не прикольное изображение, но мы его можем скачать там в один клик. Конечно, генерацию изображений Midjourney справляется с этой задачей намного круче, чем тот же ChatGPT, чем тот же Cloud, как оказывается. Но если, например, смотреть вот даже вот по этим последним функциям, да, что выбрать, например, оплачивать подписку в Cloud, либо оплачивать подписку в ChatGPT, то мы видим, что у ChatGPT большее уже количество функций. Конечно, к этому можно привыкнуть. Но если вам нужен только копирайтинг, то, конечно же, мы используем Cloud. Когда нужны какие-то дополнительные функции, то мы используем ChatGPT. Поэтому здесь тоже плюс уходит именно ChatGPT, а не Cloud. Сейчас кто-то из вас скажет, что предвзятый тест, но давайте вам покажу крутую функцию, которая реально круто работает в Cloud. Значит, что мы сделаем? Мы просим сгенерировать нам код для игры в Snake, то есть игра в как это называется, змею. И нам Cloud, смотрите, в режиме реального времени начинает генерировать, вот открылся тот самый артефакт, и в режиме реального времени он тут же нам показывает, как он сгенерировал, соответственно, генерирует эту игру змею. В ChatGPT же, когда мы ему скинем этот же промпт, то он нам также, соответственно, сгенерирует код, но это все будет выглядеть в таком окне. Давайте, кроме кода, мы попросим Cloud сгенерировать нам полноценную визуализацию этой игры. То есть мы его попросим не просто нам написать код для этой игры, а мы его попросим сделать полную визуализацию этой игры. То же самое мы попросим, соответственно, у ChatGPT. И ChatGPT нам начинает расписывать процессы. Cloud же, смотрите, нам что сделал? Он нам сделал визуально, показал, как, соответственно, эта игра будет выглядеть. Давайте вот обновим и нажмем Start Game. Вот. Единственное, я не могу управлять, соответственно, этой змеей. Но... нет, могу. Частично. Могу. Вот. Ну, по крайней мере, визуально он нам все сделал. ChatGPT же нам продолжает генерировать код для этой игры, для того, чтобы мы сами вставили этот код в Python и уже, соответственно, там с ним взаимодействовали, там с ним работали. В Cloud же он нам показал визуально, как эту игру сделать. Вот, я до этого, конечно же, тоже тестировал, смотрел, можно ли сделать игру, и здесь он мне сделал полноценную игру, где уже можно управлять, соответственно, вот этим зеленым квадратиком, вот этой зеленой змеей я уже могу управлять. И видите, получилась уже полноценная игра, где мы можем использовать, соответственно, которая создается буквально в один клик. Смотрите, да, я также задавал промпт, что создаем мне игру, которая будет, соответственно, в змейку, чтобы она уже функционировала. И он мне создал игру, пока сделал клавишу управления этой игрой, что тоже немаловажно. И, соответственно, я уже могу играть этой игрой. Очень круто. Мы можем посмотреть не только код, но также буквально за один промпт создать полноценную игру, пусть и такую простую. Можно игру в шахматы, в шашки, что угодно сделать и, соответственно, играть таким образом с искусственным интеллектом и всем говорить, что я сам создал эту игру. Я думаю, что на этом можно завершить тест. Если подводить итоги, то, конечно же, Cloud имеет место быть. Мне очень понравился именно копирайтинг от Cloud, и, скорее всего, я не буду отменять свою профессиональную подписку, буду использовать именно для оптимизации видео на YouTube. Потом сравню результаты, обязательно расскажу в своем телеграм-канале, либо здесь на YouTube, чем отличаются и как больше либо меньше будут набирать мои видео просмотры в зависимости от того, кто их написал,
Cloud, либо ChatGPT, оптимизацию, кто сделал Cloud или ChatGPT, я продолжу с ним взаимодействовать именно в этом направлении. Но если вы выбираете, например, какую подписку оплатить, там выбрать Cloud, либо ChatGPT, либо еще что-то выбираете, то, на мой взгляд, пока ChatGPT по функционалу именно нет равных. Да, есть какие-то свои проблемы, есть какие-то свои неточности, но они как бы везде есть. Здесь мы можем генерировать изображение, здесь мы можем проводить более глубокий анализ изображения. Здесь есть выход полноценный в интернет. Конечно, можно заменить все это Perplexity, но по функционалу на данный момент у ChatGPT больше и шире возможностей. Я вам еще не показал визуализацию, которую может давать Cloud, но я думаю, что это сделаю в следующем видео, где мы проведем полноценный разбор. Ребят, я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно подпишитесь на мой канал, подпишитесь на телеграм-канал. Ссылка находится в закрепленном сообщении. С вами был Гризуевич. Поставьте лайк, поделитесь с друзьями. Пока.